Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, ретроградная Венера, период с 23 июля по 9 октября. Судьбоносные перемены в моей жизни. Каждые 18 месяцев, полтора года Венера уходит в ретро-движение, словно отступает полшага назад. Это происходит достаточно редко. Мы знаем, есть планеты, к примеру, Меркурий, который по нескольку раз в год бывает ретроградным. Но удивительно даже не это, а это единственная планета, которая при своем обратном движении как будто меняет конфигурацию на небосклоне. Она уходит в это ретро-движение, как звезда вечерняя, а потом она появится вновь, но уже как звезда утренняя. Само по себе вот это явление для нас как, знаете, перерождение, возрождение. И каждые полтора года перед нами жизнь ставит какие-то задачи, словно останавливает нас на каком-то этапе, может быть, или в какой-то период нашей жизни, и заставляет оглянуться назад. И в этот период мы многое пересмотрим, словно стоя на развилке судьбы. И для того, чтобы шагнуть вперед, нам нужно окончательно понять, что же для нас имеет смысл, а что уже утратило. От чего-то мы откажемся, а что-то мы возьмем с собой в будущее, но уже в другом совершенно качестве. По сути, это и есть трансформация. Давайте узнаем, что для нас означает каждый из периодов и какой смысл он для нас несет. Итак, первый период, если мы говорим, и он у нас начинается с 23 июля, продлится где-то неделю по 1 августа, но должна сказать, что все границы размыты, и те даты, которые я вам сейчас дам, не будет какой-то четкости, потому что, во-первых, Сатурн у нас находится в рыбах, и рыбы это всегда, неопределенные такие границы, но надо сказать, что и первый период это идет йод Венеры с Плутоном и Нептуном, поэтому тут нет четких граней. Также йод Венеры имеется в виду буква еврейского алфавита, и по каббалистической системе буква имеет не только значение как буквенное, прописное, но это еще и нумерология. И в данном случае йод соответствует 10. И мы знаем по картам Таро, 10 это всегда своеобразный итог. Это то, что мы уже в конце концов получаем по карте. Но также самое главное имеет очень глубокий символический смысл. Вот этот тайный мир символов, мы можем его отрицать, мы можем в него не верить, но символам как будто тоже все равно. Они все равно работают. Так вот, йод Венеры – это еще как палец Бога. И в данном случае палец вниз. Считайте это как дизлайк, но на самом деле это кризис. Это мы встанем перед теми вопросами, которые для нас или той сферой жизни, которая наиболее актуальна на данный момент времени. Может быть, нас пространство словно подводило к какому-то итогу, и мы понимаем, что вот дальше мы не можем двигаться в таком же, может быть, ритме, или то, что мы делали прежде, в таком же статусе, тоже не может быть продолжено. Или те какие-то приоритеты, которые были для нас важны прежде, они сейчас неизбежно тоже меняются. Вот этот кризис заставляет нас сосредоточить внимание в определенном одном направлении. Может быть, должны своему страху в глаза посмотреть. Но абсолютно точно, какая-то реальность должна быть вынесена на поверхность, и мы не должны себе одеть розовые очки, иначе мы себя словно отбросим еще на полтора года назад. И кто знает, может быть, тогда для нас Вселенная повторит еще раз этот кармический урок. Второй период. Квадрат Венеры и Урана. Опять же, Уран, планета-разрушитель мы ее называем, но вообще это не разрушитель. Это что-то уже достигло пиковой точки и пришло в в тот пункт, когда необходимы изменения. Но по этому периоду, который продлится с 27 июля и ориентировочно по 19 августа, некоторые сами по себе внезапные изменения, может быть, в обстоятельствах, в пространстве, новости к нам приходят, какая-то информация, опять же, подталкивая нас сделать какой-то важный выбор или вывод. Мы можем прийти к выводу, что какие-то отношения заканчиваются. Это может касаться
касаться и личной жизни где-то, это может касаться и социума тоже. К нам приходит, может быть, внезапная какая-то новость, которая кардинально изменит наши отношения либо к чему-то, либо к кому-то. Здесь тайной может стать явным, но так или иначе это нас словно переформирует, трансформирует в конечном итоге в какую-то совершенно новую историю, которая должна быть более счастливая. И если вот эти два этапа, которые первый йод Венеры сообразуется с пониманием какого-то кризиса, какой-то точки невозврата, а второй период квадрат Венеры и Урана может тоже свидетельствовать как будто о закреплении наших предчувствий. Кстати, у кого-то ведь могли быть из вас интуитивные предположения, что ведь как будто я знал, что вот этим кончится, да, или я знала, что как-то вот так и будут развиваться события. Мы проходим этап нашего убеждения в том, что да, и необходимость трансформации присутствует. И какова бы она ни была болезненна, может быть, каково бы ни было тяжело расставание с прошлым, но мы должны через это пройти. И вот третий как раз период, он трин Венеры с Хироном. Мы знаем, Хирон– это образ израненного целителя. Это великий, благородный, очень сильный, могучий кентавр. И вот здесь в плане исцеления как раз прекрасный период с 6 августа и по 25 августа. Знаете, исцеление глубины нашего сознания после принятия какой-то данности за первые два предыдущих периода, что есть, да, в нашей жизни не только радость, есть какая-то боль, и мы не можем это изменить, но если мы смотрим на вещи реально, для нас это своего рода исцеление. Мы уже учимся не пропускать через эмоции, мы отстраненно видим ситуацию, и это по Хирону великолепный потенциал залечить глубокие как душевные, так и сердечные раны. 13 августа, и это как раз тот день, когда у нас Венера превращается из вечерней звезды в утреннюю. Возрождение и выравнивание Венеры с Солнцем. Прекрасный день сам по себе, и это уже разворот на какой-то более позитивный настрой нашей жизни. Но есть еще ретро-движение Венеры, которое продолжается, и у нас будет сразу несколько планет, причем таких главных игроков в небесной канцелярии. Это у нас будет ретро Венеры, ретро Меркурия, и также Сатурн, Нептун и Плутон. Вы представляете, 5 планет будут одновременно в ретро-движении. В этот период мы на физиологическом уровне можем чувствовать слабость, вялость, неуверенность в собственных силах. Как-то сложно будут идти переговоры, сложно найти взаимопонимание. Но в этот период, вот это именно, знаете, как подводим какой-то итог, действительно оглядываемся назад еще раз перед тем, как шагнуть вперед. Но ничто не длится вечно, и даже какие-то тяжелые ситуации, они тоже заканчиваются. Мы делаем как работу над ошибками и идем вперед, и уже где-то, если мы говорили, да, ты плавающие, уже более такие позитивные, организующие нас на что-то дальнейшее энергии включаются с 25 августа. Это квадрат Венеры и Юпитера как раз. И продлятся они до 30 сентября, то есть это дольше, чем ретроградность. Этот аспект вынесет на поверхность конкретно денежные вопросы. Что есть у нас сейчас по факту? Куда мы тратим деньги? Почему мы купили ту или иную вещь? Действительно она нам была нужна или нет? Или мы это приобрели, потому что, ну, вот так принято. Или мы где-то хотели подчеркнуть свою престижность. Или мы купили просто, не знаю зачем, но надо. Ну, вот эти вопросы, они как будто для нас наиболее актуальными будут в этот период. И это совершенно необходимо. Почему? Потому что денежная энергия – это не что иное, как способ или один из способов взаимодействия с миром.
миром. Так вот, у каждого из нас есть какая-то своя миссия. Для чего-то мы пришли на планету Земля, и что-то мы должны в своей жизни создать, может быть, или явить миру, может быть, как наше творчество. И именно денежная энергия нам нужна для самовыражения. Поэтому вам самим даже захочется провести какой-то баланс, куда уходят мои деньги. И одновременно с 3 сентября у нас еще присоединится к Венере Юнона, это богиня астероидов, и они с Венерой находятся в одинаковых энергиях, и это делает их такой достаточно сильной парой. И вот с 3 сентября и до конца, сколько Венера пробудет во Льве, то есть где-то это 8, 9, 10, может быть даже октября, может у кого-то и чуть дольше продлится. Это вопросы отношений, вопросы любви, вопросы творчества, брака, на ком я хочу жениться, или за кого я собираюсь выйти замуж, а за кого, ну, ни в жизнь не пойду, или с кем мы хотим стать партнерами. И здесь может быть партнерство не только по любви, по личной жизни, но партнерство по работе, по бизнесу. И в целом, какими людьми мы себя хотим окружить, кого мы рядом с собой в ближайшем окружении хотим видеть. Вам захочется, может быть, избавиться от людей, которые в вас заинтересованы, или которые вам не дают эмоциональной подпитки, не дают вам радости, вдохновения, с которыми вы не чувствуете собственного роста. Вот здесь пересмотр нашего окружения произойдет коренным образом. Иными словами, пройдя вот несколько этапов, начиная с 23 июля, в конечном итоге, может быть, даже проходя через болезненный какой-то период осознания, мы словно возрождаемся, исцеляем свои душевные раны, чтобы потом реально оценить обстановку. Ведь реальность, она по Венере, по ретроградной в начале Венере, это будет квинтэссенция, которую мы должны, может быть, словно сделать итогом по прошествию периода и собственную перезагрузку с конкретными планами. Что же для нас теперь будет в приоритете? Также и кто будет для нас в приоритете? Ну, это планетарные такие события. А теперь давайте посмотрим на картах Таро, как вот этот период может проиграться у вас в жизни. Ну, какие-то подсказки ж нам дадут карты. И я должна сказать, что будем реалистами же тоже, потому что карты Таро – это общий прогноз. Но я надеюсь, ваше шестое чувство поможет вам соединить как и планетарный аспект, подсказки карт, так и вашу реальную историю жизни. Какой-то инсайт вы получите. Первая карта – оценка ситуации вот так в целом. И мы достанем 2 карты. Это будет как свидетельство о либо сферах жизни, где будут более как бы затронуты или будут претерпевать изменения, или, может быть, сами по себе какие-то события в вашей жизни. И мы посмотрим, как это в дальнейшем, каковы перспективы, чем для нас или как для нас будет происходить развитие данной сферы или какого-то, ну, может быть, события, обстоятельства. Каковы неожиданные события, мы достанем тоже карту. И что нам помогает. Давайте будем смотреть. Итак, ну вот ничто не будет как раньше. 13-й аркан. Глубокая трансформация, как бы предполагается, мои дорогие девы. И, скорее всего, это старший аркан, на нас будут влиять именно те события, обстоятельства, в которых мы находимся. Это буквально место нашего пребывания или какие-то новости, которые к нам приходят извне, и мы не сможем это оттолкнуться. То есть у нас не получится одеть розовые очки, или нам не получится сказать, что ну я подожду, когда события как-то достигнут определенной пиковой точки, а тогда я буду думать. Нет, тут у каждого будет по-своему, и вот этот, может быть, как посыл или толчок к переменам, он, конечно, придет извне у каждого с какими-то своими обстоятельствами. У кого-то это может проиграться как в отношениях, у кого-то это в принципе ваша какая-то личная история, может быть история вашего продвижения или каких-то чувстволюбивых планов.
Но я надеюсь, все правильно понимают, что это карта трансформации, и вот здесь как будто основное событие – трансформация. Давайте мы откроем сферы жизни, посмотрите, трансформация к Солнцу, еще один старший аркан. Наверное, в небесной канцелярии, мои дорогие девы, уже запланировано то, что как прежде быть не может. Правда, явить миру, может быть, ваш план. Вы очень люди такие, которые в нашем бушующем мире или в нашем каком-то нестабильном мире умеете создать как и свой порядок, может быть, так и нас всех упорядочить, кто знает. Но есть определенно по карте Солнца самореализация, ведь это в первую очередь карта эго или это карта выбора правильного направления, и поэтому что-то завершается. Вы выбираете правильное направление. Вот все те пункты, о которых я долго говорила, они для вас будут, ну, наверное, очень ощутимы. И вы к этому периоду будете четко знать, чего вы не хотите продолжать, в чем вы хотите поставить точку. И здесь словно пространство вам будет помогать, где-то предоставляя возможности. Что это означает в прогрессе? Да прекрасно, ваша карта – это полностью самореализация. По королеве Пентаклей действительно это та, которая умеет создать свой теплый уютный дом, свое место комфорта, свою, знаете, как островок безопасности, так и финансовую какую-то подушку безопасности. Это реализация полностью планов идет тоже по этой карте, потому что часто королева изображается среди райского сада. В этой карте тоже достаточно приятная атмосфера, и это как будто все плод ее в начале мыслей, воображения, а потом она это создает в реальности. Вот вы какую-то новую свою реальность будете отстраивать, причем ту реальность, вот такую надежную, стабильную, которая вам приносит счастье и какой-то сам по себе прогресс. Неожиданные события. Я не могу сказать, что это неожиданное событие. По девятке жезлов это карта великой мощи, кстати, по герметической колоде Таро. То есть это наше состояние внутреннее, когда у нас достаточно сил, бодрости, физического какого-то статуса, когда даже если нам придется выдерживать длительное напряжение, может быть физическое, может быть эмоциональное, мы как будто это выдержим. Но наша задача в том, чтобы мы контролировали обстановку вокруг, постоянно подмечая, нас ничто не должно застать врасплох. Карта не говорит, что что-то происходит, если мы в позиции неожиданные события, как будто их даже может и не быть. Все, видимо, будет заключаться в вашей трансформации, но руку на пульсе мы должны постоянно держать, отслеживать. Вот какие-то новости, может быть, или что говорят люди. Для чего-то вам это нужно. Может быть, вы умеете работать с информацией очень правильно. Какое-то рациональное зерно даже из каких-то хаотичных новостей вы можете выделить. И, видимо, для вас это будет очень важно, потому что по девятке жезлов именно это и проходит. Как будто мы не включаемся в те вопросы, которые нас не касаются. Мы не тратим силы на то, что лично для нас не развитию какому-то не способствует, так и с другой стороны нам ничем не угрожает. Вот эти две позиции. Как нет нашей заинтересованности, так и нет опасности. И если нет ни одного, ни второго, как будто четко, дело не наше, нам в ту сторону не нужно. Но подмечать все то, что происходит, мы должны. Что нам помогает? Вот как раз это информационный хаос. Это моя личная трактовка пятерки жезлов. Но большой плюс, когда мы, кстати, тоже занимаем позицию стороннего наблюдателя. И когда приходят, знаете, такие новости, утром сказали одно, в обед сказали другое, вечером третье, предыдущие две новости отменили. На что опереться, кто из них прав, вообще ничего не понятно. И тем не менее мы анализируем, делаем какие-то выводы, отслеживаем, где-то динамим эту обстановку или то, что происходит вокруг. Но не включаемся. Здесь может быть, знаете, как соревнование. Нам кто-то что-то может доказывать, где-то настаивать, чтобы мы кого-то поддержали или приняли чью-то точку зрения, а карта нам говорит нет, тут вообще ничего не разберешь. Поэтому просто контролируй этот хаос, вот и все. И нам это помогает. Давайте откроем вторую сферу жизни. Ну, правда, если солнце,
то и праздник. Вот праздник. Праздник сам по себе, может быть, будут какие-то за этот период очень серьезные и добрые свершения, когда вы себе скажете спасибо, какое-то дело вы решите совершенно точно на 100% с успехом и будете счастливы. Можете себе как будто позволить эту радость. Ну, давайте посмотрим, чего касается, каковы перспективы. Четверка кубков, мы должны увидеть какую-то возможность. И если мы ее рассмотрим, она может приходить к нам совершенно не так, как мы предполагаем. Тут, в принципе, от чего-то будет не отказаться. И если мы не откажемся, а рассмотрим как альтернативный вариант, тогда, скорее всего, в нашей жизни будет праздник. То есть быть готовым, наверное, как к области, словно из, знаете, иррационального мы что-то должны принять. Или мы прежде могли думать, что нет, вот я так никогда не поступлю. Или нет, это вот со мной вообще никак не вяжется. Да мне никогда это не было нужно. А здесь вот так вот на 180 градусов нас обстоятельства могут развернуть, что мы переоценим собственные ценности и скажем: о нет, что-то вот почему-то мне это было не видно, или видно в другом каком-то качестве, в другом свете. А ведь на самом деле это имеет большое значение. Вот этот самый разворот. Поэтому где-то не ставьте перед собой клише, табу, каких-то шаблонов. Будьте открыты миру и каким-то возможностям. И определенно праздник будет. Это просто, это очень важно. Посмотрите, в отдельную, как будто серию этих карт выкладывается вот такая история. Вот давайте посмотрим. Неожиданные события. Вот важно будет не проспать где-то свой новый статус, мои дорогие девы, прямо скажу. У кого-то этот статус может означать и по личной жизни, но у кого-то это будет новый статус по вашему месту службы или по вашей работе, по вашему бизнесу. Это может быть совершенно качественно иной уровень. И, кстати, совершенно другое занятие, мои дорогие, нежели тем, чем вы были заняты прежде. И вы себя могли чувствовать профи или спецом в какой-то области одной. А тут, может, вас жизнь перевернет таким образом или изменит, что вам придется заниматься чем-то другим. И к удивлению собственному вы поймете: ух ты, а это мое призвание. Вот такие могут быть метаморфозы, которые в последующем для вас в неожиданных событиях могут смену статуса. Ваш уровень как будто резко поднимется. Может быть, вы сделаете что-то то, или каким-то образом разглядите какие-то возможности в том или ином деле, когда коренным образом качество жизни вы сможете изменить благодаря вот такой какой-то внутренней перестройке, трансформации. Конечно, эта карта может еще и говорить о том, что мы что-то будем оформлять в официальных кругах, согласовывать в высоких инстанциях. По этой карте все же император – это власть, это какая-то структура, порядок. И это не есть, может быть, неожиданность, но только как со сменой статуса это к нам может прийти. Или это может быть у вас еще как смена вашего окружения. Но в итоге-то ведь это тоже где-то наш статус меняет, потому что мы среди других людей находимся. И знаете, что нам помогает? Хотя это позиция неожиданности. Когда мы признаем какую-то букву закона, когда мы признаем какую-то иерархию, порядок и не прыгаем через голову. Мы просто так вот искусство мелких шагов идем. И вы знаете, очень быстро мы пройдем до какой-то вершины. И это может быть для вас неожиданно. И я быстро взобрался по какой-то лестнице иерархии. Что нам помогает? Отдыхайте. Потому что хоть нам и сказали вот по девятке жезлов, что у нас будет достаточно сил, но вот это последняя карта, которая нам говорит, посмотрите, 1, 13 старший аркан заканчивается 4 мечей. И это мы проходим вот этот этап трансформации и складываем оружие, отдыхаем. Дальнейшее будем отслеживать, как разворачиваются события, но, видимо, как будто достигнув чего-то или с чем-то определившись, но наступает неизбежно тот период, когда нам придется потом удерживать вот эти самые свои позиции, ничего не форсируя. Все мы будем сохранять, и уделить будет важно внимание тому, чтобы мы не вступали в конфронтацию в какую-то. Буквально, если карта говорит, складываем оружие и приводим мысли в порядок. Вот такое состояние нам будет помогать. Кто знает, может быть, на протяжении и этого периода уделить внимание
собственной физиологии, чтобы не было какой-то гиперусталости. Как минимум остановиться, чтобы что-то переосмыслить, продумать, как, может быть, предполагать, да. По карте императора ведь есть такое значение, что император на пару шагов вперед всегда видит. Он не может собой рисковать, поэтому для него нормально, когда обстоятельства вокруг все время меняются. Он лишь корректирует свои планы или действия с учетом той обстановки, которая уже сложилась, и где-то для этого вам тоже нужно будет время. Поэтому не забывайте о себе, не забывайте об отдыхе, что-то на кону. У вас стоит очень важное, мои дорогие девы, но, надо сказать, и козыри в ваших руках. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.